Всем привет и добро пожаловать на канал. Сегодня у меня обзор на игру Change, симулятор выживания на улице в роли бездомного. Игру начинаем с банальной истории, которая может случиться с каждым человеком. Ты потерял работу, нечем платить за жилье и тебя выкидывают на улицу, как ненужный мусор. В кармане только мелочь, яблоко и крутись с этим богатством как хочешь. Чтобы выжить, придется постоянно собирать мусор, попадающийся на дороге, и сдавать его в пункты приема. Если собрать достаточно, то на сэндвич, может быть, и хватит. Также просить милостыню у прохожих. Чаще всего тебя будут игнорировать или посылать куда подальше, как в принципе и в реальной жизни. Но встретятся и добрые люди, которые накинут мелочь или поделятся едой. Главное не попадаться на глаза полицейскому за этим занятием. Это повышает уровень тревоги. После определенного уровня тебя просто-напросто арестуют, что сильно повлияет на уровень счастья, один из важнейших показателей в игре. Если денег на еду так и не получилось собрать, то можно покопаться в мусорных баках. Если повезет, найдешь какие-нибудь съедобные остатки, но есть риск травануться. А лекарств в принципе на улице не найти. Лазание по бакам снижает уровень гигиены, который и без того снижается в течение дня. Если он будет слишком низким, то вероятность получить милостыню будет нулевой, а еще не пустят в общественные учреждения, типа библиотеки. Повысить уровень гигиены можно, помывшись в общественном туалете или водой из питьевого фонтанчика. Одежду постирать в прачечной, но это не дешево, особенно когда ты голоден. А когда ты голоден, то явно несчастен. И встает выбор: чистая одежда или довольный желудок. И на мой взгляд, второе гораздо важнее, так как без еды невозможно прожить. Еще один из важнейших аспектов: тебе нужно где-то ночевать, особенно зимой. Надо искать ночлежку и попадать туда до закрытия, иначе спать придется на улице, а это опять бьет по счастью. Поэтому спать лучше в ночлежке, и там еще хотя бы кормят. По завершению каждого дня происходят случайные события, которые влияют на тебя как в положительную, так и в отрицательную сторону. Тебе могут помочь с едой и деньгами, а могут избить и ограбить. Уровень счастья падает постоянно, но есть несколько способов его приподнять. Это спать в ночлежках, и если вам удачно подают милостыню. Потому что если не удачно, то счастье опустится еще больше. Поэтому шанс здесь 50 на 50. Также есть еще варианты с использованием алкоголя, сигарет и наркоты. Это быстрый, но худший вариант, так как появится зависимость, которая ускорит падение счастья позже, когда начнется ломка. И если не употребить снова, то уровень счастья будет ускоренно падать вниз. Поэтому получается замкнутый круг. Если ты не употребил, то будешь несчастен. В итоге твоя цель на фоне суровой жизни на улице — накопить достаточно денег, чтобы снять жилье и начать новую жизнь. Для этого нужно найти работу, потому что, собирая мусор и милостыню, долго не протянешь. Периодически в городе можно наткнуться на предложение работы на день, но лучше всего найти постоянную через центр занятости. В центре занятости предлагают каждый день различные вакансии, но у каждой работы есть свои требования по знаниям, которые можно получить только в библиотеке. А библиотека работает в определенные часы, и у нее есть требования по гигиене. Поэтому если гигиена равна нулю, то никто в библиотеку не пустит. Поэтому устроиться на работу не так просто, но сдаваться не стоит. Потому что как только скопится достаточно денег, можно снять жилье и забыть о жизни на улице. Хотелось бы отметить, что разработчики игры прониклись темой и решили показать, хоть и в упрощенном виде, каково это оказаться бездомным. Думаю, немало народу оказывается в одном шаге, чтобы оказаться на улице, но кто-то даже и представления об этом не имеет. Всем спасибо за просмотр, всем удачи!